Молдавия. В очередной раз мы вынуждены обратить внимание на нарастание беспокоящих нас тенденций в близкой нам стране, где по уже отработанным западным лекалам, а отработаны они были и на странах Прибалтики, и на Украине. Вот по этим сценариям устанавливается тоталитарный контроль за всеми сферами общественно-политической жизни страны и продолжаются попытки насаждения русофобских настроений. Усилиями наделенного практически неограниченными полномочиями репрессивного аппарата ведется зачистка политического ландшафта Молдавии. Власти методично расправляются со своими оппонентами, в первую очередь теми, кто в интересах молдавского народа выступает за развитие конструктивных отношений с нашей страной. Но это не единственное, там зачищается все. На них просто автоматически навешивается ярлык агентов Кремля, и все по заранее отработанному сценарию. На самом деле они просто неугодны режиму правящему, потому что позволяют себе какое-то альтернативное мнение. Параллельно Минюст Молдавии, подсмотрев у западных менторов и западной мысли, в общем, работает вовсю над законопроектом, аналогичным так называемому закону Магнитского, который предусматривал, напомню, перенос национальное законодательство так называемых международных санкций. При этом независимые эксперты сходятся во мнении, что молдавские власти тем самым намерены заполучить дополнительный инструмент в борьбе с инакомыслием. Продолжается линия на стерилизацию местного информационного пространства. Мы об этом на днях говорили немало. Обращали внимание на неприемлемость политического цензурирования медиасферы. Однако ситуация в данной области Молдавии только деградирует. И я могу сказать, так продолжится и в дальнейшем. Властям просто оказалось достаточно щелкнуть пальцем, и какой-то орган по чрезвычайным ситуациям просто взял и запретил российские новостные информационно-аналитические программы. Ну и, естественно, просто заблокировал целый ряд российских информационных ресурсов. А остановились в Кишиневе на этом? Нет, конечно. Дело дошло до откровенно репрессивных мер, а именно у 6 независимых русскоязычных телеканалов с 19 декабря просто была отозвана лицензия. Я поэтому и говорю, методы все отработаны на Прибалтике. Дальше, вот у тех, кто в Молдавии из каналов, которые сейчас обслуживает, так сказать, режим Санду, есть иллюзия, что их пощадят. Ну как же, они же вот политически выверенные, они же в мейнстриме. Этой иллюзии быть не должно. Посмотрите на иногенский дождь, что с ним сделали и как с ним расправились в той же самой Прибалтике. И это что, единичные примеры? Их постигнет та же участь тогда, когда это будет выгодно и нужно соответствующему режиму. Ну и, конечно, следующий шаг, судя по новостям из Молдавии, попытка взять под контроль соцсети и мессенджеры. Это вот так трактуется движение в сторону Европейского Союза. Самое смешное, что все это происходит на фоне того, что Европейский Союз обращается к Илону Маску, видимо, через космос. Так они не могут как-то выстроить диалог без привлечения внимания широкой аудитории. Вот они, видимо, через космос с ним общаются и говорят о том, что Твиттер, его компания, не имеет права что-то там такое цензурировать и так далее. То есть хочется призвать Урсулу фон дер Ляйен, Борреля оторваться от такого странноватого диалога в публичном пространстве с Илоном Маском, которого они пытаются чему-то научить, и развернуть их в сторону своих подопечных, например, в Молдавии. Да, там в Молдавии пока нет Теслы, и пока нету Илона Маска. А вот проблема там есть, и они такие же, которыми озабочены непосредственно в Европейском Союзе. Может, начать с малого? Может быть, начать с тех, кого вы пытаетесь приручить и приучить к мысли о том, что они демократичные или должны быть, по крайней мере, как-то привержены даже и без демократии, хотя бы основополагающим принципам международно-правовым. Я думаю, что у Урсулы фон дер Ляйен и Борреля с Молдавией должно получиться получше, чем у них получится учить Соединенные Штаты Америки. Могут просто потренироваться на режиме Санду.
Кстати, по тем же прибалтийско-украинским лекалам в Молдавии осуществляется выдавливание русского языка во всех сферах жизни, включая культурно-образовательную, и в том числе предпринимаются попытки переписать историю, не прекращаются акции антироссийские у посольства России в Кишиневе, что мешает нормальному его функционированию. А что дальше? Это же хороший вопрос в этих обстоятельствах. Гонение на Молдавскую православную церковь, которая будет виновата уже хотя бы в том, что находится в каноническом подчинении Московского патриархата. Что да? Или это тоже не предел? Поражение в правах русскоязычного населения? Звезды, нашитые на рукав? Ну а что? История это знает в 20 веке. Тогда были желтые звезды, сейчас наклеивают красные, то их запрещают. Можно вот, наверное, если руководствоваться этой нездоровой логикой, дойти уже до полного падения селекции людей. Но, с другой стороны, что в Киеве-то происходит, мы видим. Это тот самый опыт, который, так сказать, считается удачным в Молдавии. Я сейчас, когда говорю слово «Молдавия», я не подразумеваю народ. Народ сделал неоднократно свой выбор. Он делает выбор в пользу развития своей страны. Развития во всех направлениях, где это выгодно и взаимоуважительно, и не разрушительно. С Западом общаться, значит, хорошо, с Россией прекрасно, там, где выгодно. Там, где это не наносит исторического ущерба и стране, и государству Молдавии, и народу этой страны, многонациональному, кстати. Но их же опять обманывают. Им же до выборов обещают многовекторность, а после выборов начинается тоталитаризм и подстройка под эти западные ряды. Мы призываем молдавские власти отказаться от активно навязываемого им извне и не поддерживаемого большинством населения иррационального курса на полный разрыв связи с нашей страной. Это все будет иметь большие, очень серьезные и очень печальные последствия для всех. Потому что у нас глубокие исторические корни и прекрасный опыт взаимодействия, как уже суверенных государств, когда не начинает вмешиваться Запад.